Сегодня трудно представить себе городской парк развлечения без колеса обозрения. Едва ли не в любом крупном городе в центральном парке отдыха установлено это всем известное сооружение. Это популярный и любимый всеми аттракцион. Он будоражит кровь уже более 120 лет. Однако первое колесо обозрения сделали только для того, чтобы утереть нос Эйфелевой башни. Но оно так понравилось людям, что уже через 10 лет в мире их было более сотни. История колеса обозрения началась в 1889 году. Именно тогда в Париже проходила международная ярмарка-выставка. Ее главной и самой знаменитой достопримечательностью выступила Эйфелева башня, которую по плану организаторов следовало разобрать после завершения мероприятия. Однако детище архитектора Гюстава Эйфеля произвело столь грандиозный эффект, что башню решили оставить. И 300-метровое чудо инженерии навсегда стало символом Парижа и всей Франции. Следующая международная выставка должна была проходить по другую сторону океана – в Чикаго. Чикаго как раз восстанавливался после Великого пожара 1871 года. Огненная стихия уничтожила большую часть городской инфраструктуры, что заставило историков назвать Чикагский пожар крупнейшей катастрофой 19 столетия. За 2 десятилетия пострадавшие и уничтоженные здания привели в порядок, а к началу 1890-х годов Чикаго вернул себе статус ведущего города страны, активно состязаясь с Нью-Йорком за звание главного мегаполиса США и ее культурной и экономической столицы. Выставка была задумана как способ достойного празднования важного юбилея – 400-летия первого путешествия Христофора Колумба и открытия Америки. Предприимчивые, амбициозные чикагские градоначальники долго ломали голову, как им затмить парижан, а заодно соседей из Нью-Йорка, и добавить значимости выставки. И предложили американским инженерам создать нечто новое, уникальное и достойное Америки. Идею подсказал Джордж Феррис, известный молодой инженер-строитель мостов из Питтсбурга. Он сказал, что построит колесо, которое удивит мир. Он подготовил свои планы и приехал в Чикаго, чтобы попросить разрешения установить колесо на территории Всемирной ярмарки. Поначалу дирекция ярмарки только посмеивалась над ним. Они думали, что он сошел с ума или просто чудак. Затем они разрешили ему реализовать свою задумку, но совершенно не задумывались, что он когда-нибудь построит свое колесо. Через некоторое время они пришли к выводу, что было бы неразумно возиться с таким недальновидным человеком, и отменили разрешение. Они не собирались допустить, чтобы человек с безумной идеей о большом колесе, с которого будет видна вся выставка, мешался под ногами. Феррис не был обескуражен отказом и настаивал на своей идее. Тот факт, что директора ему не доверяли, не означало, что он сдался. Дирекция не была уверена в безопасности и целесообразности сооружения, но идею Ферриса поддержали коллеги-инженеры, и инвесторы предложили вложить в строительство несколько сотен тысяч долларов. И проект все-таки одобрили. В то время как у Гюстава Эйфеля было 3 года, чтобы построить свою башню, у Ферриса осталось всего около 4 месяцев. Огромная стальная машина была построена к открытию выставки с диаметром колеса 75 метров. Весила махина около 2000 тонн и вращалась при помощи 2 паровых машин мощностью по 1000 лошадиных сил каждая. К ободу крепилось 36 кабинок, в каждой из которых было по 20 сидячих и 40 стоячих мест. И за один поворот, занимавший целых 20 минут, видами могли наслаждаться 2160 пассажиров. Даже будучи в 4 раза меньше сооружения Эйфеля, ключевая достопримечательность выставки была выше любого небоскреба XIX века. Главная ось колеса весила 70 тонн и стала на то время самой большой кованой железной деталью в истории человечества. Успех был потрясающим. Колесо не простаивало ни минуты. Колесо обозрения перевозило около 38 тысяч пассажиров в день, и выставка получила половину дохода от колеса, и по оценкам общая выручка составляла в среднем около 10 тысяч долларов в день и $1,5 миллиона за все время при стоимости колеса около 250 тысяч долларов. Удачную идею подхватили по всему миру, сначала в Британии, затем и в Европе. Уже через 10 лет в мире насчитывалось больше 100 подобных сооружений. Хотя Феррис произвел то, что многие считали чудом, дела у него шли не очень хорошо. Он утверждал, что руководство международной выставки удержало у него и его инвесторов около 750 тысяч долларов прибыли.
После закрытия выставки Феррис подал в суд на то, что, по его мнению, было его законной долей прибыли от машины. Даже пока дело рассматривалось в суде, уменьшенные версии его колес были построены без оплаты Феррису в Бруклине и других парках развлечений по всей Америке. Он провел 2 года в судебных тяжбах и в итоге объявил о банкротстве. Его жена оставила его, и он умер уже несколько месяцев спустя в возрасте 37 лет от почечной недостаточности и брюшного тифа в ноябре 1896 года. Его останки были кремированы и помещены в крематорий до оплаты счета, ожидая, когда кто-нибудь заберет их и оплатит расходы на его кремацию. Что касается колеса обозрения, то оно продолжало работать до апреля 1894 года, хотя выставка завершилась в октябре 1893 года. Затем колесо было разобрано и хранилось до следующего года, когда оно было восстановлено в престижном районе на северной стороне Чикаго. Местный житель Уильям Бойс был недоволен этим выбором места и назвал это нежелательным индустриализмом. Он и его соседи хотели, чтобы колесо убрали, и последовал судебный процесс. Он не увенчался успехом, и поэтому колесо обозрения работало в этом месте до 1903 года, когда его снова разобрали и перевезли в Сент-Луис на Всемирную выставку 1904 года. В конце концов, первое в мире колесо обозрения было разрушено с помощью управляемого сноса 11 мая 1906 года. Этот проект увековечил фамилию инженера в английском языке. Любое колесо обозрения в Америке называют колесом Ферриса. В разговорной речи его также именуют чертовым. По одной версии, чтобы успеть к открытию выставки, рабочие монтировали аттракцион круглосуточно. Из-за такой адской работы они и дали конструкции это название. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!